Здравствуйте. Небольшое интервью. Скажите, как вам нравится находиться в отеле Loud Sound? А почему у нас наклейка Loud Sound возле параши, а? Так, ну дождались вы Audi. Одна из самых требуемых машин что-то за последнее время, судя по комментариям. Все очень ждут обзор B5 A4 S. У нее стоит не все от S, кое-что от RS. Да, турбина тут стоит от RS. Ну и, я так понимаю, здесь такой пуск полукорч, да, получается? Да, повседневный корч. В ней, кроме всего прочего, теперь еще стоит аудиосистема. Очень неплохая, трехполосная. И два сабвуфера. Который, кстати, владелец, вот Александр из Москвы, выиграл, да? В нашем розыгрыше промокодов 2 МС. Я сейчас только сам об этом узнал. Вот сейчас мы едем заправляться 98-м. Выедем на трассу, чуть-чуть дадим и посмотрим, как едет. И, соответственно, снимем обзор аудиосистемы. Вот Бумер не отстает, потому что Бумер супер быстрая машина. Ну-ка, есть куда дать там? А, подожди, нет, мост надо проехать, потому что ограничение 90, а мы собираемся ехать 100, 110 где-то, да? Не больше. Потому что соблюдать скоростной режим очень важно. Бэха атакуют. А, вот они, камеры. Да-да-да. Давай. Скользко, да? Но она на зимней еще, да, ее подшвыривает? На 140 ESP начала набрать. А, ну то есть мы буксовали, да? Тигран, включи спорт режим. Там буква S есть. Она тогда может догнать S. А вот буквы RS у меня нету. К сожалению. Же она. Не, ну зимняя это зимняя, конечно. Разгоняться и тормозить, она как-то такая вся, как желе. BMW чуть-чуть медленнее, да? Ее там не видно даже. Ты как ездишь на чужой машине, хоть выключи этот антибукс, дрифтолог, кандидат дрифтологических наук. Ну сейчас теперь я прокачусь, а Саша меня поснимает. Мы не будем так быстро ехать, я просто расскажу вам ощущения. Нихера себе, смотри, он там правда дрифтует, только он не знает, что мы его не снимаем. И чё? Короче, такая машина у нас первый раз на обзоре. И тем более с музыкой. У нас Audi вообще все были без музыки до этого. Была R8 и Q7, насколько я помню. Я могу забыть про какую-то Audi, но, по-моему, у нас Audi не было. Тем более таких. Тут ничего включать не надо. ESP там, ничего такого. ESP включена сейчас. Вот мне всегда было интересно, что будет
будет давать тебе ничего делать. Ничего не дает, да? Audi у вас была, такая же, только А4, самая первая ваша машина, по-моему, с накладными подиумами. Арменчик Нерсисян, помню до сих пор. Привет тебе, кстати. Это одна из наших первых работ, а может даже и самая первая точно была А4. Вот, но эта тачка... Ох ты, сука. А тут надо уметь еще Да, там- попадать, да? Сразу не попасть. Не сразу разобрался. Тут коробка стоит от дизельной, да? Да, коробка дизель. Вот у нас сейчас 3-я и 100. Мы едем в горку. И сработал ограничитель очка. Ощущение трудно передать, когда на таких машинах едешь. Такое ощущение, что сзади начинают толкать чем-то. Прям вот именно не мотор тянет машину, а что вот сзади какой-то таран, я не знаю, появляется и машину просто начинает катапультировать. Вот классическая ситуация, вы едете по трассе и впереди у вас BMW. А BMW всегда у вас впереди, потому что все, кто ездит на BMW, они почему-то считают, что они едут на самой быстрой в мире машине. И шансов у вас обогнать ее немного. Вот, кстати, глянь, как он дает. Он знает, что я аккуратно еду на этой машине. Я его пока догнать не могу. Хоть мы едем 140, и он далеко. Вот я сейчас просто обычно ускоряюсь. Но если мы воткнем 4-ю, мы сократили расстояние моментально. И дальше вот не спеша на 5-й. Это просто вот в расслабоне на чужой машине я особо ничего не давлю и не грублю. Кстати, сейчас есть возможность вот какому-то человеку, который недавно купил очень быструю А7. Опять это? Вот Audi вот сразу увидел издалека. Мне вот издалека показалось, что А7. Кстати, ля, он поливает. Мы вот сейчас едем, у меня на самом деле, я не знаю, нормально меня слышно или нет, шум сильный сейчас вот от ветра. Мы едем 180. Но я как бы эту скорость не ощущал. Я думал, мы сейчас просто едем по трассе спокойно, я разговариваю. А на самом деле вот эта машина, она едет быстро. И, возможно, хочет ехать первой. Ну, тут чуть-чуть придавливаешь газ и обгоняешь ее моментально, просто вообще не напрягаясь. И вот уже сзади соревнования двух лузеров на 5 и на 5. Две пятерки едут. Не, без шансов. Тачка. Ну, для понимания, у нас был обзор Evolution от Тиграна. Примерно так же едет. Может, чуть проще, да? Ну, сколько ты говорил? 4 секунды? Да, 400. Наша пассивная гонка продолжается. Нас обгоняет BMW. Мы это позволили. Очень весело, и прикол в том, что это без напрягов. Заметьте, тут нет никаких датчиков. Тут не надо следить за там, температурой турбины, за давлениями, за всеми этими вещами. Это просто, по сути, сток, да? Да. Просто сток. В Ростовской области это прямая. 3-я и 4-я, и прямой больше нет. Вот. Ну, можно было бы и дальше, конечно, валить, но повторюсь, на чужой машине я не позволяю себе всяких вещей. Вот мне бы день на такой поездить, и я бы показал вам шоу. Мне такие машины лучше не покупать. Падает планка, был у меня Skyline, я знаю, вот у меня начинает, когда вот скорость идти, если это моя машина, я один, я как бы понимаю, что более-менее безопасно, отсутствует вот этот вот момент, где задумываться начинаешь, вот валишь и валишь, пока дорога есть. Если
Если еще играет громкая классная музыка при этом, то... Да, у нас к этому всему добавилась музыка. Что можно сказать? Тачка 99-го года. Это и 18 лет почти. 18 лет машине. Я сейчас еду, мне комфортно. Она прет как ненормальная. Тут отличный дизайн. Она в 94-м, да, пошла? Посмотрите. То есть вот уже здесь дизайн как сделан красиво. Ой, смотри, обиделся. Это вот типичная ситуация. Это типичный владелец BMW. Он даже не дождался, пока я его пропущу, но он обогнал уже. Вот. Ну, мы встряли в пробку. В жестокую ростовскую пробку. Тихо, блядь, Тигран, тихо. Да ё. Типа оператор я охуенный. А чё красиво? Слышь, можешь шапку снять? Да, затроллили шапку в комментариях, говорят, со слоненком, с мамонтом, во-первых. Если вам шмотки не нравятся, идите Славы Зайцева передачу смотрите. Что ты напялил, мог? Я откуда знал? Я же не думал, что никуда ты это. Я думал, что мы выйдем и сразу пойдем в подъезд. Позорные тапочки, сука. Ух ты, черт, блядь. Тебе не стыдно, сука? Кто в нашем модном споре победит, узнаем после рекламы. Написал кто-то в костюме гопника. А я кто, по-вашему? Я говорил, что у нас не было Ауди, мы сейчас по дороге вспомнили. Представляешь, Саша вспомнил по дороге. У нас вообще самая первая наша тачка была. Армена Нерсисяна, понял? Да. Армен, привет еще раз тебе передаю. Мы пока катались, я ему привет передал. Такая же была машина, только черная. Вот ты ее, Тигран, музыкой зарядил, по-моему, или одна из первых, или первая была. Вот сегодня спустя почти 4 года уже, наверное, где-то, нам еще один такой экземпляр попался. Очень круто, конечно, машина едет, очень круто. Мне очень понравилось, рычит приятно. И при всем при этом комфорт. В салоне немецкий комфорт, все тот же. Я представляю счастливчика, который купил ее в 99-м году. Я в 99-м году на пятерке ездил, вишневой. На русской пятерке, не на BMW. BMW у нас в Ростове, я не знаю, сколько было в 99-м году, по пальцам пересчитать. Итак, машина, вот владельцу надо отдать должное, действительно в таком состоянии, в котором вот 99-го года машину вы вряд ли встретите. Только вот нужно действительно любить автомобиль. И кроме всего прочего, теперь установлена музыка в отеле Loud Sound. Специально Саша приехал, владелец автомобиля, из Москвы в Ростов. Почти доделали музыку уже, но есть небольшие косяки, сейчас прямо их будем на ходу устранять. Но вначале, конечно, мы вам аудиосистему покажем и послушаем ее. Вот шапку все-таки снять. Да, я шучу. Реально пусть Славу Зайцева смотрят. Я шмотки выбираю, которые удобные и теплые, мне похуй вообще. Полностью согласен. А твою тоже затроллили, кстати. У тебя знаешь, что на шапке написано? А по-армянски знаешь, что это означает? Ну, ты не знаешь, вот теперь думай. Так, у нас аудюха. Ну, действительно, вот умели делать машины и до сих пор умеют. И сейчас не стыдно на такой машине выехать. И по внешке, и внутри комфортно. И скорость у нее, конечно, сказать, что она быстрая, ничего не сказать. До сотни 4. В дверях установлена трехполоска. Что за динамики стоят? Мидбасы у нас Kings Audio TCR-8 Neo. Среднечастотники у нас 410 18 Sound, наш любимый, и рупора BNC DE35. Это BNC, это не T34, да? Да, у нас тут все породистое стоит. Да, Америка, ну, китайская Америка, да? Италия и Италия. Итальянская, американская. Немецкая машина. Нет, дверь. Дверь. А багажник у нас. Открывай. А вот в багажнике у нас стоит Альфард, Мачете МС. И причина банальна. Саш, ты у нас действительно, да, выиграл эти сабвуферы? Да, в прошлом месяце выиграл. В прошлом месяце был розыгрыш промокода в магазине Loud Sound. Вот Александр из Москвы выиграл эти два саба, их же у нас же и поставил. Усилители располагаются у нас под задней полкой и выглядят следующим образом. Мачете 1300 на вот эти два МС. Ground Zero наш любимый ГЗ
GZI-A 2235, да, Iridium серия, на твиттеры и на среднечастотники и мидбасы у нас стоит, его там плохо видно, Kix 4.175, аналог 4.180, тот же самый усилитель там с мелкими исключениями. И собственно все, у нас нет дополнительных аккумуляторов, генераторов, все осталось сток. И здесь есть проблема на самом деле у нас. Под капотом есть проблема. Генератор, да, давай с под капотом покажем. Под капотом есть такая проблема. Тут стоит такое устройство 2,7 литра с двумя турбинами от РС, да? Да. Которое очень любит кушать. Однако масло вообще, да, Саш, не ест? Масло не ест совсем. С тех пор, как поменяли двигатель, расход масла от замены до замены, ну, может быть, полуровня, а то и меньше. Сколько на ней проехал уже? Купила ее, у нее был пробег 180 тысяч километров, сейчас пробег 315. Это все ты наездил? Катал я. Со 180 до 315? Да, со 180 до 300 на родном моторе. На 300, к сожалению, родной мотор не выдержал нагрузок увеличившийся и провернула вкладыши коленвала. После этого купили контрактный мотор из Японии от аналогичной машины. Установили его, ориентировочный пробег на нем в районе 80 тысяч километров был на момент покупки. И вот благополучно он ездит уже 15 тысяч километров уже в этой машине. Ну жесть, вот у меня такое ощущение, я сегодня, знаете, посмотрел, вот какое складывается. Вообще непонятно, как его туда запихали. Ощущение такое, что вот этот двигатель был, а вокруг него машину собирали. Ну, по сути, примерно так и есть, да? Тут же надо полморды, да, снять, чтобы... Как раньше в старину строили дом вокруг печки, да? Ну реально, посмотрите, вот кажется, что вот этот агрегат отсюда вытащить вообще невозможно. Даже если снять всю навесуху, то тут настолько все сбито и компактно. И вот тупо, чтобы поменять генератор, здесь надо разобрать полморды. А вот с генератором у нас как раз проблема. Он у нас дает сегодня, померили клещи, накинули всего 25 ампер в полной нагрузке. И это, скорее всего, связано с износом щеток, там, ну, может быть, и еще с чем-то. Но это уже Саша будет устранять в Москве. Пока, в принципе, вот самый жестокий режим мы здесь протестили. Просаживает машину до 11 вольт. Это очень нехорошо, моргает приборка. Но это на неграх и на самом полном грубеже. И, в принципе, вот по аудиосистеме, не считая наводки, у нас опять есть наводки. Сейчас попробуем их устранить с помощью шумоподавителя Stinger, а потом, может быть, и массой, да, поиграемся. Однако музыка играет очень громко, очень чистенько. Сейчас вот на предварительной настройке. Желательно всегда донастраивать систему. Я, к сожалению, не смогу этого сделать. Ну, к нашим хорошим друзьям в Москве тебя, наверное, направлю. Вот, а после того, как, во-первых, разыграются динамики, во-вторых, под слушателя, под каждого, желательно всегда делать вторую настройку. Ну и аккумулятор, естественно, стоит заменить. Он очень, он 12,4 вольта в простой, сразу после того, как его заглушишь. Даже боюсь представить, до скольки он падает. Ну, заводиться хватает. И, в принципе, вот осталось устранить эти мелкие косяки, и машина будет при всем, да, я бы так сказал. Теперь, наверное, надо включить музыку. У нас, смотрите, мы здесь на трассе, где джипы гоняются. Здесь может проехать только джип, но я сейчас попробую на BMW туда проехать, вон туда, на ту горочку, и оттуда поснимать, как машина играет. А Тигран будет, соответственно, снимать, как я отрываю им бампер. Так мы начинаем эту безумную гонку. Итак, вот мы стоим теперь на другом конце трассы. Расстояние, конечно, не через берег Дона, но довольно приличное. И послушаем сейчас, как звучит аудюха.
Спасибо вам, уважаемые вертолетчики, что обосрали нам прослушку. С другой стороны, можно сравнить звук от вертолета, пролетающего прямо над нами, с этой аудиосистемой. Чистенько, очень чистенько. Не подумали, я в машину сел, надо выключать. На самом деле просто руки отмерзли. Минус 12 градусов, ребята, у нас в Ростове. Очень играет чистенько. Мы не делали там максимальную громкость, там есть запас громадный по громкости. Еще я, как всегда, выставил ровненько все. И вот прям удивился сейчас, действительно чисто. Вот с этого расстояния прям ровненько и чиха. Все слышно, все частоты, все прям супер. Отсюда играет. Надеюсь, внутри владельца будет также радовать. Но, к сожалению, вот донастроить мы не сможем. Может, только если по телефону. Так, ну теперь мне надо через весь этот бардак проехать обратно. Магнитола у нас 193 Alpine. То же самое, что 195, но с поддержкой флаг. И вот 92 он отличается тем, что он поддерживает компакт-диски. Про магнитолу у нас был уже обзор подробный. Вот про 92 это то же самое, только с диском. Поэтому не буду про нее долго рассказывать. Покажу вам настройки. Кроссовер у нас выставлен следующим образом. Сабвуфер порезан на 63 Гц самым крутым порядком. Мидбасы снизу подрезаны на 125 и сверху на 8 или 6,3, не помню, 6,3 кГц. И пищалки у нас подхватывают с 8. Так, ну и заключение по автомобилю. Очень порадовал проект, он у нас очень долгострой. Я приношу извинения вот Саше лично. Ну, и в магазине подвели, и объективные были причины. Много было причин. Задержалась у нас машина. Основная причина была динамики. Ждали. Была конкретная цель, конкретные динамики выбраны. И очень долго они ехали. К сожалению, вот мы занимаемся таким автозвуком, в котором не всегда есть все в наличии в России. То, что есть в России, мы в принципе быстро привозим. Ну, очень часто едут вещи и из Италии, из Китая, из Америки, из Кореи. Вот не всегда есть все в наличии. Тачка получилась на славу, с косяками, ну, без них никуда. Вот по питанию у нас есть косяки, это надо доводить еще, доделывать. Сама машина порадовала, это вот одна из немногих машин, на которой мы делаем обзор не только на аудиосистему, но и на саму машину. Сегодня на ней покатались, показали вам под капотом что-то. Давно не сидел в автомобиле 99-го года, чтобы он выглядел так. И дизайн, и вот стиль, все здорово, эргономика. Вот на те года я не представляю того счастливца, который новенькую, да, в 99-м году выгнал из салона, сел в нее, поехал. Это, конечно, только позавидовать можно. По автомобилю действительно можно судить вот о немецком качестве, о надежности, о комфорте, о скорости, вот о всем. То есть часто говорят, там сравнивают немцы с японцами, но
я думаю, что и японцев от 99-го года в таком состоянии немного можно найти. Действительно, надо любить машину. И Audi, скорее, наверное, самая надежная, да, из немцев. Ну, как бы так считается. Ну, каждый на себя тянет одеяло. Но вот больше всего я слышу, что Audi понадежнее, чем Mercedes, BMW. Надеюсь, обзор вам понравился. Саше пожелаем счастливого пути. Ему еще в Москву на ней ехать. Вот, ну, поедет он громче, чем ехал. Громче и быстрее. Громче, чем ехал сюда. Почему быстрее? Все, это был Outsound. Вы знаете, что делать. Ставьте лайки, там подписывайтесь. На Тиграна Инстаграм. Он постоянно просит, чтобы на его Инстаграм подписались, и он меня пытается догнать. Давайте вот все подпишитесь на его Инстаграм, покажите ему, что даже Чтобы у нас было одинаковое количество. даже если вы все подпишетесь, он меня никогда не догонит. Давайте, докажите ему это, все подпишитесь, покажите ему, что хрен, не догонишь ты меня никогда. Вот он, его Инстаграм, да, вот здесь, правильно я пальцем чуть-чуть показываю? ниже. Откуда ты знаешь, где я вставлю я думаю, Инстаграм? чуть Может, ниже, вот да. здесь я его вставлю. Все, короче, давайте, всем пока. Всем показывайте громко. А ты думаешь, я забыл? Да. Я, по-моему, я не забыл. А я быстро на BMW? Ты снимал, как я там вываливал? Где он там боком? Да. Да, я тебе скину видео. Часто люди лично встречают и говорят: на видео ты выглядишь больше. Вот на самом деле ты небольшой. У нас сегодня такой автомобиль, на фоне которого я буду выглядеть, какой я на самом деле в жизни есть. А ну моргни. Камера не может записать. Ах ты сука, слышь? Сейчас Тиграна подожгет, по-моему, этим свет. Ничего себе, кошка и прыгает. Вот как удивительно. А ну газани резко. Реально, после таких каналов, которые появились, вот типа дядя Пес, Мопс, вообще не пишите мне, что у нас с цензурой там что-то неправильно. А ты не материшься? Ты твой рот только что сказал, когда блины пытался заказать. Скажи, не предлагайте ничего, просто пускай заказ выслушает. Ёб твой рот. Сюда врезалась приора, и у нее лонжерон ушел. То есть, а у него здесь вокруг ничего не было? Это не кенгурятник и даже не бампер, это броня. И еще была большая проблема, что я на фоне этого автомобиля выгляжу очень маленьким. Я как-то поднимаюсь на Чегем. Чигет. Сука, Чегем — это же вино в Абхазии. Ну как это за проводом не бегает? От айфона за проводом только бегает? Да, только а от болгарки? Ой, это сильно, бля, ну его нахуй. Вы мне вот это мусульмане не пишите, ну его нахуй. Скажи хоба, бля, альфар дерьмо. Миша, привет от Миши и скажи хоба, бля, альфрак дерьмо. Миша, а ты что, в конец ебаться, что ли?